Привет всем, здравствуйте! Я продолжаю рассказывать о жизни и гибели национального героя Афганистана Ахмад Шах Масуда. Начало вы можете посмотреть в моих предыдущих выпусках. Ссылки я оставил прямо здесь под видео. Итак, после вывода советского воинского контингента с территории Афганистана влияние Ахмад Шах Масуда распространилось на весь северо-восток страны. К этому времени он обладал одной из крупнейших в стране группировок маджахедов, которые негласно называли лучшей пехотой мира. Я хочу привести численность отрядов Масуда с 80 по 96 год, чтобы понять, как увеличивался его воинский контингент, его группировка. В 80 году у Масуда было не более 1000 человек, в 81 году около 2200 человек, в 84 году около 5000 человек, в 89 году 13 тысяч человек. И к 96 году уже более 60 тысяч человек. Однако долгожданный мир так и не наступил. После ухода ограниченного контингента война в Афганистане переросла в не менее ожесточенную гражданскую войну. Почти сразу за этим последовали крупные наступления маджахедов под Хостом, Джалалабадом, Кандагаром, Салангом, Кабулом, которые успешно были отражены правительственными войсками. За годы советского присутствия афганские правительственные войска окрепли и получили достаточно большой опыт ведения боевых действий. Это была прекрасно вооруженная армия, способная противостоять разрозненным группировкам маджахедов. Что же касается вооруженной оппозиции, то вывод советских войск, как ни странно, только ослабил ее позиции. Этому способствовали целый ряд причин. Во-первых, оппозиция лишилась своей главной идеологической платформы – борьбы с оккупантами и неверными. Во-вторых, вмешательство Пакистана во внутренние дела Афганистана вызвало национально-патриотическое настроение среди многих маджахедов и оттолкнуло их от борьбы с правительством. В-третьих, Советский Союз не прекратил военно-экономическую помощь Афганистану, и ее вполне хватало, чтобы правительство Афганистана могло контролировать ситуацию в стране. Вопреки прогнозам многих так называемых западных аналитиков, правительство Наджибуллы просуществовало еще несколько лет. Однако после развала Советского Союза стало понятно, что его падение лишь вопрос времени. Военно-экономической помощи ожидать было неоткуда. Несмотря на подписанные Женевские соглашения, афганская оппозиция продолжала получать помощь Запада и стран арабо-мусульманского мира, в то время как Россия, правопреемница СССР, слишком увязла в своих собственных внутренних проблемах, чтобы оказывать существенную помощь афганскому правительству. Кризис власти еще более обострился, когда в рядах соратников Наджибуллы наметился раскол. За спиной президента его недавние товарищи по партии установили тайные контакты с недавними врагами маджахедами. Как правило, эти контакты имели этнические корни. Одни подтянулись в лагерь Гульбуддина Хикматияра, другие переметнулись к Ахмад Шах Масуду. Зимой 1992 года Мохаммед Наджибулла допустил непоправимую стратегическую ошибку. Стремясь укрепить вертикаль власти, он назначил командиром 55-й дивизии, состоявшей в основном из этнических таджиков и узбеков, своего близкого соратника, пуштуна по национальности. Бывший командир дивизии Абдул-Рашид Дустум, этнический узбек, воспринял этот шаг как попытку его нейтрализации и незамедлительно перешел на сторону Ахмад Шах Масуда. Таким образом, силы оппозиции и правительства к 1992 году примерно уравнялись. Ключевую роль в свержении правительства Наджибуллы сыграл Ахмад Шах Масуд. Понимая, что инициатива оказалась в его руках, в апреле 1992 года он отдал приказ о широкомасштабном наступлении.
В результате неожиданной, блестяще спланированной, молниеносной операции под контролем Масуда оказались стратегически важные центры страны, провинции Парван-Бахрам. В скором времени его армия уже стояла на подступах к Кабулу. Правительственные войска, понимая безнадежность положения, сдали столицу. Таким образом, 15 апреля 1992 года пал находившийся у власти с апреля 1978 года просоветский режим НДПА. Президент страны Мохаммед Наджибуллах сложил с себя все полномочия и спешно укрылся в здании представительства ООН. Ахмад Шах Масуд фактически возвел на его место своего давнего соратника, доктора теологии Бурхануддина Раббани. Сам же, войдя в военный совет, к которому перешла вся полнота власти, занял в переходном правительстве пост министра обороны Исламского государства Афганистан и командующего правительственными войсками. В тот же день другой крупный пуштунский полевой командир Гульбудин Хикматьяр выдвинул Масуду ультиматум. Угрожая подвергнуть столицу ракетному обстрелу, он потребовал вывода из Кабула 55-й дивизии бывшего полковника-коммуниста Абдулла Рашида Дустума. Ахмад Шах Масуд ответил отказом, что и послужило началом гражданской войны. Целый год на город обрушивались реактивные снаряды, что привело к гибели десятков тысяч мирных жителей и почти полностью разрушению города. Переговоры, проведенные в Кабуле и в Пешаваре, в которых посредниками поочередно выступали Пакистан, Саудовская Аравия и Иран, ни к чему не привели. Поняв, что своими силами Кабул не взять, Хикматьяр вступил в тайные переговоры со своим давним врагом, теперь уже генералом афганской армии Абдул Рашидом Дустумом. Недолго думая, генерал Дустум предал Масуда и переметнулся в лагерь Хикматьяра. Однако этот шаг не помог прийти им к власти. Правительственные войска наголовы разгромили вооруженные формирования Хикматьяра на юге Кабула. Что же касается генерала Дустума, то его армия не смогла продвинуться дальше северных территорий, населенных этническими таджиками и узбеками. 15 лет Афганистан находился в состоянии непрекращающейся войны. Именно на этом фоне летом 1994 года появилась взращенная пакистанскими спецслужбами новая военно-политическая сила – Талибан. В измученной войной стране талибы удачно использовали популистские лозунги, призывая к миру и единению всего афганского общества под знаменем ислама. Выдвинув враждующим сторонам ультиматум о немедленном прекращении вооруженной борьбы, они быстро нашли сторонников среди большей части афганского населения. Однако от мирных призывов студенты-богословы быстро перешли к оружию. Всего лишь за полгода они без боя захватили практически все провинции, находившиеся под контролем Хикматьяра. Причиной тому стала крайняя непопулярность среди старейшин и пуштунских племен. Хикматьяру не могли простить его союз с узбеком Дустумом и ракетный обстрел Кабула. Поначалу правительство Бурхануддина Раббани само себя ввело в заблуждение, посчитав, что в лице талибов они найдут верного союзника, включив их представителей в новое коалиционное правительство. К тому же бывший монарх Захир-Шах объявил о своем решении вернуться на родину. Талибы, в свою очередь, очень удачно воспользовались заявлением экс-монарха в своих пропагандистских целях. Многие афганцы понимали, что при правлении Захир-Шаха в Афганистане 40 лет царили мир и спокойствие. Решив, что за Талибаном стоит Захир-Шах, простые афганцы сотнями переходили на сторону талибов. Когда официальные кабульские власти спохватились, было уже слишком поздно. Под контролем студентов-богословов была половина столицы. С сентября 1994 года Ахмад Шах Масуд всячески пытался всех убедить в подлинных целях и мотивах Талибана.
раскрыть истинную сущность их лидера Амулы Мухаммеда Омара и тех, кто стоит за этим движением. Пакистан уже давно пытается привести к власти в нашей стране своих наемников. Практически не имея на то никаких оснований, пакистанцы спровоцировали и поддерживают на нашей территории боевые действия. Они делают ставки то на одни силы, то на другие. А теперь создали и активно поддерживают Талибан. Центр движения Талибан располагается в Пакистане, и я могу предоставить вам много подтверждающих это материалов. Когда все еще можно было предотвратить, его голос не был услышан. В марте 1995 года талибы окружили Кабул и выдвинули ультиматум. Правительство и президент Раббани должны сложить в себя полномочия, разоружить армию и вывести ее из столицы. Почти 1,5 года правительственная армия под командованием Ахмад Шах Масуда отбивала атаки талибов. Однако находившийся 1,5 года в блокаде Кабул не мог сдерживать наступление превосходящих сил противника. 26 сентября 1996 года Кабул пал. Мулла Омар объявил о низложении правительства Раббани и создании истинного исламского государства, основанного на законах шариата. На долгие годы Афганистан погрузится в кошмар реакционного фундаменталистского религиозного мракобесия. А у меня на этом все. Смотрите продолжение в моих следующих выпусках. Оставляйте комментарии и вопросы сразу здесь под видео. Подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, читайте мои книги. Всегда с вами Александр Брас.